Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина будет с вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И продолжаем знакомиться. Напишите в комментариях, какое ваше любимое блюдо. Что вы любите кушать? Когда-то, давно-давно я спрашивала уже этот вопрос. Но у меня много, смотрю, подписчиков, гостей канала, о которых я ничего не знаю. Напишите, какие ваши любимые блюда, может быть, несколько их. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, довольно такое непростое состояние у вас. Вот хочется любви, безумно хочется. Вот вы соскучились за тем состоянием, когда переполненность чувств. У вас острое, вот ваш диагноз, да, вот если коротко, как у врача. Ваш диагноз – это острая нехватка любви. Напишите в комментариях, есть ли такой момент? Вот смотрите, очень не хватает вам вот этого состояния влюбленности, когда ты живешь ради кого-то, когда ты знаешь, что тебя дома ждут с теплым ужином, когда ты знаешь, что тебя пожалеют, приголубят, обнимут, поцелуют. У вас настолько, вот вы, я про интим даже не беру, это само собой, да, вы уже там истосковались, уже все, уже просто токсикоз такой. Вот просто переполняют вас чувства, вернее, это даже не чувство, неправильно я выразилась. Вот у вас ощущение такое, да, что ну хочется настолько новых отношений, хочется почувствовать себя нужным и любимым. Вот так вот, наверное, правильно выразиться будет. Но в то же время вот еще может проигрываться у некоторых из вас такая вот ностальгия своего рода за прошлым. Вы еще живете прошлым. Опять же, я делаю акцент на том, что это у некоторых может проигрываться, да, потому что общий расклад. Даже настолько вы ностальгируете, что вы готовы, вот если бы бывшая вас поманила пальчиком, да, вот только какой-то намек, вы бы среди ночи к ней помчались. А так вот, знаете, вот ваша душа как будто закрыта, вот закрыта вообще от всего. Да, хотите вы любви, вот чувство любви вам просто жизненно необходимо. Вы не можете жить без любви, вы чахнете. Но вот душу свою вот вы заковали вот цепями вот от других женщин, от других отношений, вот, ну зачахли просто. Хотя я вам скажу, вот сколько бы вам ни было лет, вы ведь все равно вот в душе вы молодой, вот мальчишка. Ну пусть не мальчишка, ну там лет 25-30, да, вам хочется тех же эмоций, вам хочется тех же драйвов. Другое дело, что, может быть, здоровье не позволяет, финансы не позволяют, либо еще что-то. Но вы остались все тот же, с теми же желаниями, с теми же хотелками, да, с теми же порывами в любви, вам хочется этого, но с другой стороны вы закрылись. А закрылись-то почему? Давайте-ка уточним. Я, в принципе, подозреваю, почему. Потому что у вас был такой период манипуляций. Вы закрылись после того, как вам сделали больно. Причем сделали больно вот как-то неожиданно. Вот очень неожиданно. Да, может проигрываться, что вы подозревали, вы чувствовали, вы понимали, что в отношениях что-то идет не так, да, идет охлаждение, может даже чувствовали, вот подозревали, что могут быть измены, обман, но вы как-то вот все равно старались оправдать свою женщину. Но основной удар какой-то, либо же вы, ну как говорят, на месте преступления застали, либо же вам сказали прямо четко, что видели. Ну то есть какой-то факт, либо же это был какой-то резкий внезапный скандал, после которого вы разошлись. Ну то есть это было резко, внезапно вот ваше расставание, которое вас просто убило наповал. После этого, конечно, тяжело открываться, вот потому вы и закрылись.
остались такие, знаете, вот такой вот отшельник, что ли. Вот в душе просто зима, вот зимняя вишня, которая хочет любви. Боже, я уже скоро буду прям писать стихи, поэмы. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет с вашей личной жизнью дальше. А вот она и пришла, наша раскрасавица, королева кубков. Вот она и пожаловала. В вашей жизни появится дамочка, причем для семьи. Причем эту дамочку вы будете, ну, не то чтобы выбарывать у какого-то мужчины, да, завоевывать, но может даже проигрываться, что вы будете соперничать. Либо же она будет, ну, не совсем свободна, да, она может быть в отношениях, которые уже изживают себя, да, вот обычно как люди знакомятся и говорят, ну, обычно мужчины это говорят, что вот, с женой плохо живем, там, на стадии развода и так далее. А здесь наоборот, здесь женщина, либо же это мужчина, с которым она вот встречается, либо муж, и плюс вы еще нарисуетесь. Ну, то есть будет вот такая дилемма, у нее будет своего рода выбор между вами и другим мужчиной, так что вам еще придется посражаться с драконом таким, да? Но я думаю, она выберет вас, потому что у вас семейная карта с ней падает. Однозначно она выберет. Эта женщина моложе вас. Она, скорее всего, будет брюнетка, стройного телосложения. Очень такая, ну, императрица у нас выпала, да. Она такая вот и знает, чего хочет, и вся из себя, и ухоженная, и красивая. Ну, то есть все при ней. Все в полном шоколаде. Переживать не за что. Какие же будут у вас с ней сразу отношения? Давайте-ка уточним. Так, абсолютно новый жизненный этап у вас начинается. Абсолютно новый. Причем у вас будет период, когда вот вы будете в чем-то даже себя ограничивать. Вот ограничивать... Знаете, вот этот период, вы с ней познакомитесь, и вот смотрите, вот почти в каждом раскладе выпадает, что вы себя сознательно как будто бы сдерживаете из-за ваших каких-то вот подозрительностей, из-за прошлых отношений, из-за осадка этого, из-за того, что вы не доверяете, да, вот из-за того, что вы не верите женщинам. Здесь та же самая ситуация проигрывается. У вас новый жизненный этап открывается с ней. Но вы вот не решаетесь, вернее, не решитесь, да, это в будущее мы смотрим. Вы с такой нерешительностью будете входить в эти отношения. Вот вроде бы вы и хотите любви, вы будете с этой женщиной. У нас и влюбленные выпали. Да? Это женщина, которая вам будет реально вот и по судьбе, о которой вы мечтали, вот такого типажа женщина. Но вот вы будете вот сдерживать себя, вы сами своими мыслями, своими поступками, вот этими своими накручиваниями, сами себя выносите мозг, себе накручиваете. Своим недоверием вы будете немного стопорить, тормозить. Вот эти отношения, они могли развиться у вас очень так, ну, активно, стремительно. Но из-за вашей нерешительности они будут более медленно происходить. Вот вы себя будете загонять в угол. Только зачем вы это делаете, я не могу понять. Ну, в принципе, это осадок, конечно, да. Но опять же, во многих видео я уже говорила, что с этим делать. Нужно бороться с собой. Нужно понять, что все женщины разные. Если одна женщина предала, ну нельзя. Вот даже на дне колоды у нас выпадает, что вот вы как будто вот сами ставите на паузу свою личную жизнь. То есть вот у кого из вас не получаются отношения, то большая доля того, что вы сами себя вот, ну как будто стопорите, да, вот сдерживаете своими мыслями какими-то, подозрительностью, всем остальным. Поэтому подумайте, сделайте вот именно работу над ошибками, что вы делаете не так именно в отношениях с женщинами. Я имею в виду именно вот в отношениях, которые только начинаются, может быть, только-только вот завязались отношения. Подумайте, может быть, у вас реально много подозрительности, много каких-то, ну я не знаю, там неуверенности, недомолвок, там опасений, страхов, да, вот
сделайте именно сами себе работу над ошибками. Это в первую очередь нужно вам. Даже не мне это нужно, это ваша жизнь. Я могу только направлять вас. Поэтому у вас, смотрите, вот я не могу сказать, что это будут отношения, которые вот как в 20 лет. Страсти кипят, бурлят. Вы сами себя будете стопорить поначалу. Так, что будет дальше? Да, вот размышлений полно. Полно неуверенности, страха. Вот наши страхи и выпали. Но все равно вы будете вместе. Все равно вот это все уйдет. Потому что вот вы увидите эту женщину с другой стороны. Вот будет какая-то ситуация, что вы взглянете на нее как будто под другим ракурсом, да? Это может быть и какой-то откровенный разговор по душам, когда вы взглянете по-другому на нее. Это может быть какая-то жизненная ситуация, да, вот, ну, я не знаю, ну, к примеру, там, она кому-то там, старушке какой-то помогла, либо там, я не знаю, собачку спасла, ну, это я утрирую. Ну, что-то такое произойдет, что вот она станет реально вот, ну, возвыситься, что ли, в ваших глазах. Вот вы взглянете по-другому, как будто вот по щелчку вот влюбитесь. Вот после этого, после какого-то вот события, либо же разговора вашего, вот вы как будто вот, ну, по щелчку реально влюбитесь в нее. Вот вам нужен будет толчок, потому что вот эта ваша неуверенность и колебания, ну, это может так и на месяцы, и на годы затянуться, если постоянно быть неуверенным. Однозначно, это женщина, которая вам по судьбе, единственное, вы сами себя вгоняете в страхи. У вас будет потрясающий интим с ней. У вас будет, насколько, знаете, жизнь полна вот какими-то вот такими событиями, яркими красками, такими вот головокружительными и поездками, и даже не знаю, вот какие слова подобрать. Ну, то есть это будет период, которого, ну, скорее не было в вашей жизни. Вот если по-простому, да. Это будет и сексуально активный период, это будет и период экспериментов в интиме, я имею в виду, да. Это будет и период такого вот душевного родства с этой женщиной. Вот у вас не было, вот с прежней женщиной такого не было. Это ваша новая история, которой подобной такого у вас не было, это однозначно. То есть вы встретите ту, ну, которой в вашей жизни подобной совершенно не было, вообще по разным качествам. Женщине ведь мало быть просто красивой. Нужно еще уметь общаться, нужно уметь быть в отношениях с мужчинами, да, где-то уступить, где-то смолчать, где-то поддержать, где-то закрыть рот, да, грубо говоря. Поэтому вот настолько вот классные отношения вас ждут. Поэтому, ребят, не отчаивайтесь. Все в вашей жизни наладится. Вас ждет потрясающая женщина. Вас ждет потрясающий интим. Вас вообще ждет такая жизнь, знаете, вот гармоничная со всех сторон, чего я вам всем желаю. И если вы будете в это верить, то это обязательно случится, потому что все, что мы думаем, все, что мы говорим, это как магнит. Не зря говорят, что все наши мысли и слова материальны, да? Поэтому думайте о хорошем, говорите хорошее. И да будет с вами счастье, чего я вам всем желаю. А вы мне напишите в комментариях, насколько вы со мной согласны или нет, что все, что мы думаем, да, говорим, что мы это все материализуем и притягиваем. Поэтому настрой на позитив, хвост пистолетом и вперед из песней по жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!